Всем привет! Вы смотрите ролик на канале Юрганов Лайф. В этом ролике представляем вашему вниманию молоток пневматический клепальный КМП-31. Предназначен он для расклепывания полнотелых заклепок из алюминиевых и стальных сплавов. Применяется он, изготавливался он для авиационной промышленности, а также для автобусной. Ими клепали и самолеты, и автобусы. На сегодняшний момент эти молотки широко используются рыбаками, у которых есть лодки клепанные, скажем так, с советских времен, всякие прогрессы, оби, южанки. И вот такими молотками они их проклепывают, то есть в местах, где заклепки уже устали, они их высверливают, отсверливают и потом вот такими молотками клепают. Что касается характеристик этого молотка, скажу так, что энергия единичного удара молотка КМП-31 составляет 8 джоулей, частота ударов 30 ударов в секунду, расход сжатого воздуха 0,55 метров кубических. Диаметр расклепываемой заклепки из стали В65 6 мм. Толщина склепываемого пакета 13 мм. Наибольшее время расклепывания заклепок обратным способом 2,3 секунды. Масса молотка 2 килограмма. Габаритные размеры. Длина 240 мм, ширина 160 мм и высота 50 мм. Вес поддержки при методе обратной клепки должен быть 3 килограмма. Эти молотки изготавливали в Советском Союзе, что свидетельствует еще надпись на самом молотке, где написано Made in USSR. Посмотрите внимательнее, и вы увидите. То есть этому молотку уже порядка 30 лет, но он настолько качественно сделан, что до сих пор работает, исправен и еще будет очень долго работать. Но учитывая то, что время делает свое дело, пластик на нем потрескался на рукоятке и на стволе. Но это не мешает ему все равно дальше работать. Клепальный молоток КМП-31 работает вот с такими заклепками. Полнотелые заклепки. В данном случае это у меня заклепка из сплава D18. Почему это я могу вам сказать с уверенностью? Потому что на шляпке, на сферической, есть точка, которая обозначает, что это сплав D18. Есть специальная таблица, по которой можно определить, какая заклепка и из какого материала сделана. Итак, на вашем экране прямо сейчас и есть. То есть алюминиевый сплав. Если нету никакой маркировки, то сплав В65. Если одна точка, то это D18. Если две точки, то АМГ 5П. Три точки АМЦ сплав. И если 4 точки, то D19П. Вот такая вам шпаргалочка, я думаю, пригодится. Оставляйте ее себе на заметочку. Обращайтесь в этот ролик регулярно, и вы будете знать, из какого сплава сделаны те или иные заклепки. В общем, вот такие заклепки бывают со сферической шляпкой и с патай. Дальше мы ее проклепаем на стенде, склепаем две алюминиевые пластины, покажу, как работает молоток.
Ну а сейчас можно молоток разобрать и посмотреть, из чего состоит. В общем, это рукоятка, ствол, обжимка, пружина, которая держит обжимку, чтобы не вылетела. И давайте разберем. Чтобы достать обжимку, потребуется отверточка. Вот таким образом. Отодвинуть в сторону, и можно поменять обжимку. Внутри не могу понять, видно сейчас вам или нет. Ударник. Боек так называемый. В общем, разбираем и смотрим. Разбирается легко, ничего сложного. Внутри виброгасящая пружина находится. Вот такая вот. Дальше все там пусто. Штифт, который держит, предохраняет от откручивания промзвена. Пружину можно убрать вот таким образом, отверточкой, плоскогубцами. Вот такая пружина. Пришлось немножко поковыряться, но в конце концов вытащил штифт при помощи магнита. Чуть-чуть постучал и вытащил. Вот такой вот штифт. Штифт-фиксатор для того, чтобы промзвено не откручивалось. Итак, мы его убрали, а теперь можно открутить. Откручиваем и смотрим, что внутри. Заглушка. Постучали, и все освободилось, все вышло. Пластиковая заглушка, которая посажена на золотник. Вот такой вот ниппель. И ударник. Вот этот ударник как раз и бьет по обжимке, и получается энергия удара передается на заклепку. Вот так перед эксплуатацией, по идее, надо разбирать молоток, смазывать, промывать, очищать от грязи, от пыли, то есть техническое обслуживание регулярное. Это все каналы, через которые воздух поступает как внутрь ствола, так потом отработанный воздух уже выходит в атмосферу. Вот такая, в принципе, достаточно простая конструкция этого клепального молотка. Собирается также легко, просто, в обратном порядке. Ударник, золотники. Ничего сложного.
Потом звено накручиваем. Затягиваем его. И то отверстие, которое сейчас у нас совпало на стволе с отверстием на промзвено, вставляем туда фиксатор. Фиксатор штифт. Вот такой вот. Вот в моем случае в это отверстие. Вот таким образом. Все, зафиксировали. Теперь никуда не открутится. Дальше. Рукоятка. Ограничительное, скажем так, колечко. Обжимка. Пружину. Все стало на место. И защелкиваем. Все готово к работе. А теперь его испытаем на работоспособность и покажу, как клепает заклепки. Для демонстрации работы клепального молотка КМП-31 я взял две пластинки. Они алюминиевые, можно любые взять, стальные. Я, скажем так, приближенно к реальным условиям взял алюминиевые. Просверлю сейчас отверстие под 3 заклепки. Опять же для демонстрации, как все это клепает. И заклепаем молотком КМП-31. Замеряем диаметр. Заклепки получается у нас 5 мм ровно. Соответственно, сверло нам надо больше, чем 5 мм. Я тут подобрал, у меня 5, наверное, и 2, 5,3 мм. Есть вот такое сверло, и сейчас я им просверлю отверстие. Вот две пластинки с отверстиями. Смотрим, заклепки заходят. Да, заклепки заходят хорошо. Беру вот такую поддержку, чтобы с этой стороны держать заклепочку, а с этой буду клепать.
Вот таким образом. Вот что получилось. Как расклепалось. Правда, у меня съехала обжимка и чуть-чуть здесь расплющила. Но принцип понятен, что полностью хорошо наклепает, расклепывает. Даже можно сказать немного мощный молоток для такой работы. Но тем не менее работает, все клепает. Съехала, чуть-чуть искривила, но это действительно из-за того, что у меня в одной руке обжимка, в другой молоток. То есть по-хорошему либо помощь нужна, либо специальные супер оснастки, которые будут заменять человека. Так, давайте вторую заклепаем. Вот эту. Эта заклепка получилась намного лучше, чем первая. Во-первых, я клепал ее меньше по времени. То есть она расклепалась замечательно, как надо. Шляпка деформировалась не очень сильно, ну, то есть в допустимых пределах. Поэтому все работает. Молоток замечательный. Сейчас напоследок еще вторую заклепаем. Вернее, не вторую, третью. Второе отверстие, третью заклепочку. Третья заклепка тоже заклепалась достаточно неплохо, но она изначально была установлена криво, потому что сместились пластины, когда клепал предыдущие заклепки. Но это все можно исправить. Тоже чуть-чуть смазал, виден след от обжимки, что слетела обжимка во время удара. Ну, действительно, в одни руки это, скажем так, неудобно, но ситуация какая? Все клепает. Так что, друзья, клепайте лодки свои на здоровье. Это молоток КМП-31. Пневматический клепальный молоток КМП-31. Ну вот и все, друзья. В этом ролике вы познакомились с молотком клепальным КМП-31, который клепает вот такие полнотелые заклепки на раз-два. Меньше, чем за 2 секунды. За секунду, можно так сказать. Поэтому, ребят, смотрите, выбирайте КМП-31. Наш советский инструмент, который работает спустя даже 30 лет. Ну а с вами это был канал Юрганов Лайф. Меня зовут Иван. Друзья, ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал Юрганов Лайф. Пишите ваши комментарии, отзывы, какими вы молотками клепаете или чем вы клепаете лодки, алюминиевые заклепки полнотелые. Если же вы хотите приобрести такой молоток, то можете написать в комментариях со своими координатами. Свяжемся с вами. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч и говорю вам пока. Всего доброго.